Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах и предметах на кухне, которые привлекут в вашу жизнь изобилие, достаток и благополучие. Итак, друзья, что это за такие важные вещи, которые обязательно должны быть в вашем доме? Также, друзья, обязательно повесьте эту вещь на кухне, и деньги будут всегда в вашей жизни. Давайте вместе с вами далее все, друзья, более подробно. Кухня – это самое энергетически сильное место в каждом доме. И здесь очень важно содержать его в чистоте, а также придерживаться всех советов и правил, которые с ней связаны. Ведь это поможет притягивать потоки сильных и положительных энергий в дом, приумножая их с помощью кухни. Важно содержать в порядке все, и технику, и мебель, и окна, и полы. Все должно находиться на своих местах. Можно считать, что ничего не будет, если что-то где-то лежит не там. Но это заблуждение. Таким, казалось бы, безобидным поступком можно перекрыть поступление нужных энергий на вашу кухню, что притянет в дом проблемы различного характера. И ничем хорошим для вас и членов вашей семьи это не обернется. Кухня – это также энергетический очаг, который способен притягивать как положительные, так и отрицательные энергии. А какие будут притягивать ваша кухня, конечно же, зависит только от вас самих. Кухню важно убирать всегда в первую очередь, проводить как можно на ней больше энергетических чисток, которые не будут позволять негативу, даже если такой каким-то образом попал в ваш дом, по нему распространяться. Кухня отвечает у нас сами за изобилие, за достаток, за деньги, счастье и здоровье всех тех, кто живет в данном доме. Также она способна улучшать и отношения между членами семьи, делать их намного крепче и лучше, тем самым притягивая сильные потоки любви. Так, например, многие люди, к сожалению, после еды смахивают крошки со стола, которые накопились после еды на столе, на пол. Это приводит к денежным проблемам. Если это привычка у главы семьи, то из-за нее он потеряет работу и не сможет удержаться впредь ни на одной. На столе также не должны находиться ножи, особенно оставленные на ночь. Это уже будет разрушать вашу семью. Если вы будете оставлять грязную, пустую посуду, это приведет вас к финансовым проблемам, которые очень быстро будут нарастать, и справиться с ними будет практически невозможно. Также картина, на которой изображена бегущая вода, водопады, притянет долги в ваш дом. Поэтому важно, чтобы кухню наполняли только те вещи, которые будут вам помогать приумножать все то, что у вас уже имеется, и которые способны наполнить ваш дом изобилием, счастьем, достатком, а людей, которые в нем живут, сделать более успешными. Как же приобрести с помощью кухню, вы спросите, вы и на что обратить внимание в первую очередь? Во-первых, давайте начнем с плиты. Вне зависимости, у вас плита газовая, электрическая, то знаете, или плита в зимнее время на дровах, да, или на угле, эта плита, она в любом случае всегда, во все времена отвечает за благополучие дома. Поэтому она всегда должна быть ухожена. Возле нее нужно прикрепить обязательно закрытую булавку. Сделать это нужно лучше всего на растущую луну. Вы знаете, что плита – это энергия огня, а металл будет помогать вам увеличивать силу данной энергии и притягивать в ваш дом деньги, делая вашу семью обеспеченной. Стол, как вы знаете, это сакральное место в вашем доме, поэтому нужно отдавать предпочтение деревянному столу, круглой или овальной формы, так как такой предмет не только будет притягивать с большой скоростью могущественную энергию, приумножая их, но и будут запускать постоянно их в движение, что будет только приумножать все то, что имеется в данном доме. Люди, которые будут есть за таким столом, обретут крепкое энергетическое поле, не подвластно никакому влиянию со стороны, а отношения между данными людьми будут крепкими и любящими. Стол должен быть правильно оформлен, так как это поможет вам притягивать деньги. Под скатерть разместите 8 листиков мяты по кругу. В центр положите купюру, которая в своем номере имеет цифру 8.
Если вам получится найти купюру с несколькими восьмерками, она быстро поможет вам разбогатеть. На нем должны находиться фрукты, обязательно желтого и зеленого цвета, потому что именно эти цвета способны притягивать деньги. Также не забывайте, что на вашем столе должна быть и медовница, обвязанная красной ниткой на 3 узелка. Очень хорошо, когда на вашей кухне будет больше различных аксессуаров в желтых и в зеленых тонах. Это могут быть шторы, это может быть скатерть, это могут быть картины, различные емкости для специй, круп, лоточки, даже блюда, салатницы. Может быть и посуда, на которой будет присущий рисунок в таких тонах. Запомните, это денежные цвета, и чем больше их будет в вашем окружении, тем быстрее денежная энергия посетит ваш дом, приумножится и даст вам возможность использовать ее в нужном для вас количестве, благодаря чему перед вами откроются новые возможности и перспективы. Но не забывайте, что во всем должна быть мера. Если вы чувствуете, что вы переусердствовали с цветами, измените это, так как вы должны обязательно ощущать комфорт, а не тревогу и желание поскорее покинуть данное помещение. Помните об этом. Тарелки должны быть именно круглые. Почему? Потому что другие формы, к сожалению, способны нарушать быстрое движение энергии и тем самым мешать их поступлению в вашу жизнь. Круглые же тарелки, наоборот, способствуют во время еды приумножению хороших энергий в вашу жизнь и постоянному их запуску в беспрерывный цикл. Хорошо, когда тарелки светлых тонов. Ни в коем случае они не должны быть темными, потому что такой цвет не способен притягивать хорошие энергии. Они должны быть без сколов, трещин, потертостей, иначе это также будет мешать поступлению хороших энергий в ваш дом и в вашу жизнь. Должна быть картина. Их может быть даже несколько, глядя на которые вы будете ощущать приятные эмоции. На картине может быть изображено место, куда, например, вы мечтаете поехать. Это поможет вам правильно концентрировать свои мысли на важном и отправлять нужный энергетический посыл, который будет помогать вам добиваться желаемого результата, двигаться вперед, не стоять на одном месте, а на этом успешном пути притягивать к себе еще и денежную энергию, которая будет приумножаться с помощью правильно оформленной энергетической кухни. На кухне для того, чтобы привлечь богатство, нужно обязательно повесить зеркало. Но обратите внимание именно к круглой форме. Но сделать это обязательно нужно правильно, чтобы оно отражало в себе окно, лучи солнца. Также в нем может отражаться и подоконник, на котором будут находиться цветущие цветы, которые способны притягивать денежные энергии. Хорошо, если вы у себя на окне, на кухне заведете такое растение, как мята. Его очень легко выращивать, и поэтому подумайте о том, что, возможно, вам на подоконнике нужно начать выращивать именно мята. Также вы можете выращивать зеленый лук. Каждый раз, когда вы будете есть зеленый лук и мяту, не просто его кушайте, да, а говорите следующие слова. Лук ем или мяту принимаю или кушаю, деньги прибавляю в свою жизнь. Это вот, казалось бы, простая практика, но она очень может помочь вам в жизни. Вы знаете, зеркало – это сильный энергетический предмет, который способен приумножать все то, что в нем отражается. А значит, нужно сделать так, чтобы в нем отражалось все, что способно притягивать деньги в вашу жизнь. Но важно, чтобы окна были чистыми, отражая в зеркале, иначе это нехорошо для вас закончится. И вместо денег и удачи вы притянете в дом постоянные какие-то нескончаемые проблемы. Нельзя, чтобы в зеркале и отражался стол, ведь так энергии двух сакральных мест будут переплетаться, к сожалению, и мешать друг другу притягивать потоки сильных энергий. И наоборот, перекроет им доступ в ваш дом, что лишит вас счастья, а в доме станет некомфортно находиться.
не должно в нем отражаться и люди, которые едят, так как если человек во время еды будет смотреть на себя в зеркало, он, к сожалению, будет съедать свою мудрость и здоровье, из-за чего ему станет не просто добиваться успеха в жизни, также нельзя отражаться и со спины, иначе энергетическое поле разрушится и может принести вам проблемы со здоровьем, сделает такого человека подвластным любому злому влиянию извне. Обратите также на это особое внимание. На вашей кухне должен находиться горошек. Это может быть консервированный горошек, может быть обычный горошек. Не забывайте про яблоки, потому что это будет открывать денежные каналы в ваш дом. Хорошо держать на видном месте перец горошками. Это может быть как смесь перчиков, черный, душистый. Все это будет излучать положительную энергетику, не только притягивать деньги, но и защищать кухню от различного негатива, который может на нее попасть. Важно, чтобы у вас было много специй. Особенно должно быть корица, гвоздика, зерна горчицы, имбирь, лавровый лист. Все это поможет вам притянуть в дом изобилие и наполнить его им. И с каждым днем приумножая в больший и в больший раз. Благодаря таким специям вы не будете знать, что такое нужда. Но ко всему тому, они всегда будут под руками для проведения нужных ритуалов и практик. Также, добавляя в свою еду приправы, вы будете приумножать свое финансовое положение, сможете быстро добиваться успехов в работе и продвигаться по карьерной лестнице. На кухне должны находиться толстые свечи. Места, где их установить, вы должны ощутить, прислушавшись к вашему внутреннему чувству. Оно не подведет вас. Поджигайте их, когда будете чувствовать, что вам нужно приумножить положительные энергии. Когда будете поджигать, проговаривайте такие слова. «Я сильной энергии приумножить желаю, поэтому свечу поджигаю, огонь в помощь призываю, силой он обладает, энергии за короткий срок приумножает». Результат данного действия вы можете достаточно быстро ощутить. Немаловажным является и то, что по кухне должны быть расставлены головки с чесноком. Их можно поворачивать раз в неделю по кругу и при этом проговаривать такие слова, как эту головку чеснока по кругу верчу, так и энергии счастья приумножаю, все в округе ними заполняю, а вот злой негатив из дома убираю, отгоняю, вредить не позволяю. Вот такое действие не только поможет притягивать в дом светлые энергии, но и защитит его от различного негатива. Но помните, такой чеснок уже нельзя будет есть. После того, как вы видите, что он начинает чернеть, гнить, знаете, он принял на себя уже негатив, его нужно выбрасывать. Руками не дотрагиваемся, берем салфеточку и выбрасываем. Как часто менять чеснок? Обращайте внимание на его состояние. Если у вас все запущено, то буквально будет неделя, и вы будете видеть уже какие-то определенные действия. А может быть и месяц. У каждого в доме это будет по-своему. По углам на кухне разложите монеты желтого цвета большого номинала, а также прикрепите под подоконником узелки из белой ткани, в которых должна находиться монета любого цвета большого номинала. Круг, вырезанный из лаврового листа, и 3 горошины черного перца. Узелок должен быть завязан зеленой ниткой на 8 узлов. Все это поможет наполнить дом изобилием. Над входной дверью в кухню повесьте колокольчик. Он должен быть из натурального материала, а его ободок обязательно гладким, без каких-либо извилин, изгибов или кантика в виде кружева. Раз в неделю дотрагивайтесь к нему, чтобы он именно издавал звук. При этом проговаривайте такие слова. Звук, что раздается в этот момент на энергетическом уровне, каналы отворяет, их очищает, положительной энергии в большом количестве и размере привлекает, дом ними наполняет. Это действие будет помогать вам в нужный момент открывать важные каналы. Используйте их себе во благо, обязательно притягивая деньги, а также делая свой дом чашей изобилия. Такой колокольчик вы можете купить в любом магазине, но, обращаем ваше внимание, вы на интуитивном уровне должны почувствовать, что именно это тот колокольчик, который будет у вас находиться в доме.
Очень важно, что вы придерживались этих простых советов, которых мы сегодня с вами поделились и рассказали, так как от этого напрямую зависит ваше финансовое состояние, деньги, которыми будет наполнен ваш дом и ваша жизнь. Ведь богатая жизнь более интересная и разнообразна, чем жизнь, когда приходится в чем-то нуждаться. А положительные энергии, наполняющие дом, делают его комфортным и уютным, так как от негативных энергий совсем другое ощущение, ничего приятного не несущее с собой. Лучше продумать все наперед, чем потом переживать из-за того, что деньги не поступают в нужных количествах, а энергии в доме не такие, как вам бы хотелось. Помните о том, что все зависит только от вас, поэтому уделяйте особое внимание своей кухне. Это не просто сакральное место, это место, где вы, если правильно все будете делать, вы сможете привлекать изобилие, достаток и благополучие в жизнь. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: я готова к богатству, деньги изобилия приходят ко мне с легкостью. Вот пропишите эту практику, эти слова, и вы действительно со временем сможете стать богатым, счастливым и здоровым человеком. Помните о том, что как можно чаще нужно делать. Пропишите эти слова в комментарии. Не поленитесь, не надо кого-то копировать, а просто напишите, когда вы печатаете сами. В этот момент у вас могут появляться мысли, идеи. Вообще, вот сегодня может быть даже звонок вам прийти в этот момент. Это значит, друзья, знак. Помните об этом. Друзья, ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал, как можно нас отблагодарить, отправить донат, друзья, ссылка в описании, так и написано. Благодарность можно выразить по ссылке. Нажимайте, любая сумма нам будет приятна. А кто нам уже отправляет, нас поддерживает, мы вас очень благодарим, нам очень приятно. Большая просьба: когда вы отправляете донат, писать в комментариях ваши какие-то, возможно, пожелания, возможно, ваши вопросы, потому что, когда вот напишут пожелания, вы знаете, очень достаточно приятно, и мы сразу энергетически отправляем вам это обратно. Поэтому не просто отправляйте, а прописывайте. Там прямо в комментариях можно что-то написать, да, и вот напишите, потому что таким образом мы с вами еще на энергетическом уровне работаем. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.